Всем привет! Мне очень часто пишут про то, как нужно пользоваться задней бабкой в тех или иных случаях, но я упрямо продолжаю ей не пользоваться. И в этом видео я предлагаю разобраться, почему же оно так. Для начала я установил часовой индикатор, соточный, и теперь попробуем. Быть может, он что-то увидит. Какие-то черенки от лопаты я пихать в пеноль не буду, воспользуюсь вот таким миниатюрным сверлом. 22,5 мм. Относительно легким движением руки можно получить болтанку пеноли в районе 0,2. И это практически максимально задвинутом положении. Я думаю, под нагрузкой диапазон колебаний стрелки будет в районе полумиллиметра. И это в этой точке. А сюда ведь вставляется еще и инструмент. Вот смотрите. Сама пеноль в нулях. Ее поверхность, конечно, уже далека от идеала. Есть мелкие забоины, неровности. Но каково было мое удивление, когда я не обнаружил на ней практически никакого износа. Я-то думал, все нормально, станок старый, пеноль изношена, оттого все и люфтит. Но не тут-то было. И более того, при проверке посадочного места этой пеноли в задней бабке я тоже не выявил никакого износа. Отсутствует как износ, так и овальность. Фактически все укладывается в сотку. Ну а дело в том, что изготавливался этот станок уже скорее всего в начале 2000-х годов, ну или как минимум после 90-х годов. Ну и на заводе решили заложить некоторый зазор. Ну не может же пеноль подклинивать, а станок все равно учебный. Ну и сделали этот зазор с десятку. Вывод напрашивается один, что здесь нужна ремонтная пеноль под другой размер, не под 30 мм. И только тогда удастся избавиться от этого люфта. Все помнят, как происходит фиксация пеноли задней бабки на ТВшке. Вот таким рычагом. А он в свое время стягивает два сухарика и прижимает пеноль к противоположной стороне. Поэтому всякий раз, когда я пытался поджать пеноль и зафиксировать ее, у меня происходило смещение. И я точил хорошие такие конуса. Ведь саму центровку делаем с расслабленной пенолью, и там более-менее сверло идет по центру. Ну а зажав ее после, смещаем заготовку от центра. Нужно менять пеноль. И размер ее должен быть строго индивидуальный. Но к пенолям принято относиться как к нечто высокоточному, ну или по крайней мере точному, каленому, крепкому и так далее. Ну давайте посмотрим. Что здесь? Что здесь? Она абсолютно свободно обрабатывается обыкновенным напильником. Вот она стружка. Следовательно, по крайней мере у этой детали никакой закалки нет. Она абсолютно сырая. Ну, я-то знал это и до проверки напильником. Я регулярно разворачиваю конус, имеющийся у меня разверткой, и никаких проблем мне это не доставляет. Металл здесь очень мягкий. Ну, максимум сталь 45, а быть может и 40Х. Непонятно назначение
вот этой канавки, кто для чего ее делал. Ну, у меня она выполняла функцию некого предела, что дальше лучше уж совсем не выдвигать. А в остальном, мне кажется, что ничего сложного в изготовлении такой пиноли нет. Некие неудобства может доставить резьба левая с обратной стороны. Насколько я вижу по размерам, где-то М14. Она обычная, метрическая. Эту канавку когда-то делали на горизонтальном фрезерном станке. Она, конечно, гладкая, но чувствуются следы обработки. Явно никакой шлифовки она не видела. Скорее всего, она просто из-под резца. Весь процесс, мне думается, начать с откатки конуса, который потом нужно будет точить. Ну, зажал вращающийся центр. Проверяем его биение. Всего в районе 1/2. Это значит, что можно откатать малую продольную по этому конусу. Каких-то особых измерений я делать не собираюсь, потому что у меня есть развертка, которой я в любом случае потом все подправлю. Это я к тому, что не совсем верно здесь использовать вращающийся центр. Все-таки это все должно вращаться вместе с патроном. Но перед этим попробовал использовать вот такую оправку вместе со сверлильным патроном. Ужаснулся биением и подумал, что тут будет точнее. Полезная насадка. Один раз сделал и теперь часто пригождается. Сама зацепляющаяся часть из капролона, чтобы не повреждать ручку. А то некоторые как понаделают из стали. Мне бы было жалко. Пока прикидывал что да так, обратил внимание, что пиноль у меня может уходить аж на 15 мм вглубь. Ну и потом все стало ясно, когда увидел чертежи различные. По каким-то чертежам длина пиноли должна составлять 160 мм, по каким-то 145. У меня же второй вариант, и вполне возможно, что здесь будет себя лучше чувствовать как раз 160. Может быть, это здесь сделано специально для увеличения межцентрового расстояния, а может быть, пиноль просто не родная. Ну и этот зазор, который там образовался, не заводской. Тут уже история умалчивает. Размер подходит к номиналу, остался примерно миллиметр, и самое время максимально точно замерить будущий диаметр. То, что там 1 или 2 десятки, это я, конечно же, сказал образно. 1 или 2 десятки были на пиноле.
Она, как вы понимаете, встает здесь под углом, поэтому люфт увеличивается. Реальный же зазор явно меньше. Измерять его, по идее, нужно нутромером, но полноценного нутромера у меня нет, не говоря уж о том, что их надо несколько для всего диапазона. Есть только вот такие штуки, называют их штихмасами, кто-то также нутромерами. В общем, воспользуемся тем, что имеется. Фиксируем под некоторым углом, подтягиваем, но не до конца, и смещаем. Вот видите, он встал. Теперь поворачиваем на 90 градусов. И здесь тоже ловится положение, когда он заедает. Ну, в этой плоскости он, конечно же, уже не повиснет сам. Еще раз наклоняем, углубляемся по максимуму назад, ну, до упора в винт. Заднюю часть я не снимал. Тоже в вертикальном положении ловится легкое заедание. Поворачиваем еще на 90 градусов. И опять же ловим легкое заедание. То есть, в принципе, размер снят. Попалась мне как-то случайно на директ-лоте такая вот штука. Не особо примечательная, на первый взгляд не особо нужная. Стойка для микрометра. А по факту очень удобная вещь. Попадалась она, причем в моем регионе, так что я просто поехал и забрал ее за какие-то там то ли 500, то ли 700 рублей. Вроде бы все время лежит, а когда она реально нужна, достаешь, и очень удобно. И теперь этот микрометр показывает нам размер 30,8. А на пиноле ровно 0. Ну, то есть 30,0. Я уже промерял всю пиноль. Разброс составляет где-то плюс-минус 100. Ну, может быть, 1,5. И может, конечно, показаться, что на этом все. Можно просто точить, выходить на размер. Но не тут-то было. Вспомните, из-за чего я решил делать новую пиноль. Из-за того, что она сильно люфтит и получаются конуса. А заготовка для моей новой пиноли длиной 160 мм. Ну, можно только догадываться, какой там конус. Поэтому, что я хочу сделать? Вернул прижим на место. Теперь этим прижимом можно максимально сдвинуть пиноль на себя. Оставил на детали 1 мм. И на этом миллиметре уже попробую смещением задней бабки относительно центра сделать так, чтобы коническая поверхность получалась как можно более цилиндрической. Получится ли это у меня? Вопрос. Такой прием с точением конусов при помощи смещения задней бабки широко известен, однако применяют его обычно, когда заготовка стоит в центрах. У меня же заготовка зажата в патрон жестко. Давайте посмотрим, удастся ли исправить конус в данном случае.
Ну что ж, чудо не случилось. Способ, который я описал ранее, в принципе рабочий. Попробовал, к моему удивлению, работает, но не с такой большой погрешностью, как образовалось у меня. Поэтому я все это забросил и, как обычно, начал проходить сначала, прижимая поперечный лимб по ходу движения, для того, чтобы убрать конусность, ну а потом уже участками. И, естественно, пришел к тому, что эта ТВшка, у нее не хватает жесткости для того, чтобы снимать, ну, там, допустим, 1 или 2 сотки. Больше она снимает. А вот с меньшим количеством тут начинаются проблемы. К тому же, это еще и сталь 40Х. Режется она не особо охотно. Даже вот такие пластинки острые. Буквально 2 прохода, вот здесь вот я пробовал, на 3-й уже начинается наклеп. То есть все, грань затупилась. Так что в итоге вооружился напильником, наждачками, прикрыл станину, вывел все примерно 30,7 и перехожу к следующему этапу. Если даже она не войдет в таком состоянии, где-то будет подкусывать, ну, допиливать напильником или наждачкой, для этого ведь не нужна особая точность установки. То есть можно и с переустановкой это сделать. А сейчас нужно сделать внутреннюю часть. Глубже всего у меня садится в пиноль вот этот вращающийся центр. Давайте проверим на нем. Как раз. Буквально миллиметра 3 остается. Но в крайнем случае всегда можно чуть отторцевать пиноль.
Думаю, в очередной раз стоит напомнить, что спешка не приводит ни к чему хорошему. В данном случае я все же спешил. Накопилось много дел, для выполнения которых нужна более-менее нормальная задняя бабка. Поэтому замена пиноли – это лишь промежуточный этап, и нужно было сделать это побыстрее. Но ничего сильно страшного не случилось. Просто я сделал, в принципе, лишнюю сотку зазора и уже не стал дошлифовывать до блеска эту пиноль, потому что она может разболтаться. А так, в общем-то, входит довольно плотно, как видите. Также сделал очень плотную посадку на штифт. Ну, как штифт, как я понимаю, бронзовая втулка там торчит. Поэтому под этот новый паз, я думаю, она быстро приработается. Также должна будет приработаться резьба. Получилось очень плотно. Сделал я ее по самому неизношенному фрагменту винта, а на нем присутствует некий износ. Ну, как оно, в принципе, и должно быть. Можно было бы, конечно, этот винт откалибровать, но очень много мороки, а калибровать там нужно, ну, буквально считанные сотки. Возможно, даже он и выточен был с такой погрешностью. Поэтому делать я этого не стал. Ну, хорошенько смазал при сборке, погоняю туда-сюда и посмотрю. В общем-то, я думаю, все это приработается. Цель-то ведь была сделать не чтобы все легко болталось, как было, а максимально минимизировать зазоры. Не стал делать вот это обнижение в конце. Непонятно для чего оно, а полезную площадь при этом сокращает. Инструмент фиксируется вполне нормально. Выдавливается примерно в том же положении, что и раньше, но при этом, как вы помните, пиноль на 15 мм длиннее. То есть общий ход сейчас увеличился прямо раза в 2, по крайней мере полезный. Ранее я выдвигал пиноль, ну, максимум вот до этой полоски, и инструмент вынимался уже где-то вот здесь. Ну, то есть фактически я использовал сантиметра 2, может 3 хода пиноли при сверлении. Если требовался больше, то уже смещал саму заднюю бабку. Ну а мне останется лишь выставить заднюю бабку по центру, как по вертикали, так и по горизонтали. Из-за лифтов у меня, скорее всего, вертикаль тоже была смещена. Повторно проверять биение индикатором, я думаю, сейчас нет смысла, пока она полностью не приработалась. Я думаю, в данный момент здесь будут практически нули. Эх, ладно. Мне все же самому стало интересно пошатать. Видите, стрелка отгибается довольно значительно, но это уже изгиб. Это максимальный вылет пиноли. А сам люфт, который можно зафиксировать, получился в районе 2 соток. То есть, если бы я не торопился и более точно подогнал пиноль, потихоньку подшлифовывая наждачкой, то можно было бы выйти даже в сотку. Ну, хотя насколько нужна эта сотка на ТВшке, вопрос скорее риторический. Переходим к максимальному задвижению пиноли. Еще чуть-чуть и начнет выдавливаться инструмент. Здесь изгиба уже нет. И получаем как раз ту самую сотку. Ну и также проверим зажим пиноли. Вот как раз эта сотка, которую я поторопился снять, здесь и получилось. Кто знает, может быть, в итоге подшлифовывание наждачки меня бы и привело к такому же результату. А так я сильно сэкономил время. Сразу же вывел размер в 30,7 мм и просто вставил пиноль. По-любому ведь кто-нибудь скажет, что люнет все испортил. Но нет. Что здесь, на самом деле размер отличается разве что на микроны. Люнет просто накатал некоторую дорожку, сбив вершины металла ободранного. И все. Ну вот вам небольшой пример, как даже такой небольшой игрушечный школьный станок может вполне реально восстанавливать сам себя. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.